Итак, пора дятловцам выбираться из гостеприимного 41-го квартала. Рабочие, песни, все остается позади. Впереди путь до 2-го северного, а там уже и сам поход, настоящий, трудный, зимний. Еще немного, и дятловцы останутся наедине с собой, с тайгой, с холодом и тишиной. Без зрителей, без посторонних глаз, без тех, кто подливал чай и шутил у печки. До этого все было подготовкой, репетицией, легким разогревом перед главным действием, а теперь начинается само испытание. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Зина грустно отмечает в дневнике. Выходит, в последний день видим какую бы ни было цивилизацию, печку, людей и так далее. Сегодня согласились наши рюкзаки отвезти на лошадях, и мы ждем, когда они будут готовы, а сами пойдем на лыжах. Ряжнев дополняет картину. Ко мне обратились 27 января мужчина с женщиной и попросили лошади для перевозки вещей и продуктов до 2-го северного рудника, который находится от 41-го квартала на расстоянии 22 километров. Лошадь им выделил и дал им возчика Велюкявичу Станислава Александровича. 28 января примерно в 10 часов утра они с ним уехали на 2-й северный рудник. А Дорошенко пишет, что выехали в 16:00. Может, Ряжнев был занят и не проследил точного времени отъезда. Исследователи насчитали, что рюкзаки весили 330 килограмм, плюс вес саней, плюс вес Велюкявичуса всего 440 килограмм примерно. И на фото видно, что сани перегружены. Тяжко было лошадке тянуть такой груз 22 километра. Сани, как видим, совсем небольшие, а рюкзаки на них горой навалены. Специалисты утверждают, что одна лошадь может потянуть 440 килограмм на санях, но только при хороших условиях. Уплотненный снег, ровный маршрут, крепкое животное. Но все равно это было бы для нее тяжело и изнурительно. Юдин сказал, что им дали единственную имевшуюся здесь лошадь, чтобы довести их рюкзаки до Северного 2 бесплатно. Также мы знаем, что часть дороги проходила по реке Лозве, на которой образовывались наледи. Наледь – это вода, которая выступает поверх льда. Вот так это выглядит. Цитируем Зину. Целый день шли спереди лошади, а сзади лошади по реке Лозве. Часто влетали в наледь, чистили лыжи. Конец цитаты. А большие участки мокрого налипшего снега значительно повышают сопротивление, и в таком случае бедной лошадке еще труднее было тащить дятловские рюкзаки. Лошадь отставала от группы на целый километр, лыжи дятловцев проваливались, наледь налипала на них так, что каждые 5 минут приходилось счищать по полметра снега. А копыта лошади, интересно, тоже кто-то чистил? Наверное, возчик, дедушка Слава, а в миру 57-летний Великявичу Станислав Александрович, коновод-возчик 2-го лесоучастка 8-го лаготделения, национальность литовец, судим в 1947 по статье 107 УК на 10 лет ИТЛ. В Литве в 1947 действовал УК РФ от 1926 года. Статья 107 – злостное повышение цен на товары путем скупки, сокрытия или невыпуска таковых на рынок. Максимальный срок до 3 лет с конфискацией имущества. За такое Великявичус и в местной уголовке могут сидеть. Поэтому тут что-то не так. А видимо 10 лет лагерей ИТЛ дали ему за антисоветскую деятельность. И вот дятловцы получили в свое распоряжение одну лошадь с возчиком Великявичусом. Прощание с рабочими прошло в теплой дружественной обстановке. Наелись свежевыпеченного хлеба, фотографии на память. И тут выясняется, что полуотвалившийся Юдин решил все-таки проводить своих товарищей до 2-го северного со своей больной ногой и дал тем самым богатую пищу для размышлений современным дятловедам. У Юдина, как у ревматика, видимо, крутили ноги. Потом уже он назовет это в интервью старый с детских лет радикулит. Но радикулит с детских лет не бывает. Где вы видели ребенка, который бы ходил, держась за спину, как старый дед?
Юдин оговорился, он хотел сказать старый с детских лет ревматизм, потому что с вечера он объявил, что возвращается из-за седалищного нерва, а утром вдруг едет со всеми на второй Северный. И только Зина написала конкретно про воспаление седалищного нерва. Другие просто заболел Люда, Юрка Юдин заболел радикулитом. А у себя в дневнике Юдин ни словом не обмолвился о своей болячке. Типа, вот черт, опять этот радикулит. И так не кстати. Хоть что-нибудь бы написал. Но нет, на 41-м квартале у него нашлись более важные темы, чем собственное здоровье. Это критика просмотренных кинофильмов и рассуждения о песнях. То есть радикулит был просто отмазкой. А молодые и здоровые в диагнозах не разбирались, потому что кто болел этой болячкой, те знают, что седалищный нерв, когда воспаляется, то там нет никакого постепенного переходного периода. Человек может еще вечером чувствовать себя нормально, а утром уже не разогнуться, ни сесть, ни встать. Штрыкает при каждом шаге, наклонах, кашле или даже чихе. И ШАС не подкрадывается постепенно, он не дает времени подумать, идти или не идти дальше. Если нерв защемило, простреливает мгновенно, как электрический удар от поясницы до пят. И самое главное, это не проходит само через день-два. Человека крутит неделями, а Юдин вернулся домой и все, симптомы словно исчезли. Но давайте, наконец, присмотримся к Юрию Юдину. Ему 22 года, родился в деревеньке Таборы Свердловской области. Отец его погиб на фронте, мать осталась с 3 малыми детьми. Жили крайне бедно. Иногда получали денежное пособие, а хлебные карточки еще реже. Юрой вырос слабым здоровьем, но учился он хорошо, закончил 10 классов с серебряной медалью. В 1954-м поступил в Уральский политехнический институт имени Кирова на инженерно-экономический факультет. Однако на первом курсе во время уборки картошки обострился его ревмокардит, а пока он лечился в больнице, то подхватил еще и дизентерию. Дошло до того, что парню пришлось взять академический отпуск по состоянию здоровья. Когда Юдин вернулся на учебу, то внезапно увлекся туризмом. Сначала это были легкие походы первой категории, а до 1959-го он стал участником 6 походов, в том числе летним 3-й категории сложности по Алтаю. И тут мы даем слово нашему ценному свидетелю Будиной, в миру тети Маруси, которая отвечала в турклубе УПИ за походное снаряжение. Я знала его давным-давно, еще с первых курсов его студенческой скамьи. А познакомились в студенческой поликлинике, где мы лечились. Студентом он был слаб здоровьем, что-то с кровью у него было не в порядке. Выписавшись раз в месяц, навещала его. Юра был одинок и застенчив, я называла его девушкой. Потом он вдруг сказал, что уходит в поход. Поход подействовал на него благотворно. Постепенно Юра приобщился и к категорийным походам. Конец цитаты. Но есть добавление такое, записанное Зиновьевым. Знакомство со студентом Юдиным, у него был с кровью непорядок, он был живым покойником. Вот такой был Юдин в студенческие годы. Болезненный, одинокий и застенчивый, как девушка. И турпоходами Юдин решал вопрос не только своего здоровья, а и общения со сверстниками. Будина взяла над ним опеку, когда увидела, какой он некоммуникабельный, замкнутый. И вот на фото мы видим его в походах до 1959-го, и заметно, что действительно он поправил свое здоровье, выглядит молодцом, и не скажешь, что есть проблемы медицинского характера. Важная деталь. Юдин не собирался в поход с Дятловым. Он сказал в интервью, что зима, была неохота, свои планы. Но Дятлов пригласил, и он согласился. А то, почему Юдин решил пойти на второй Северный, объясняется очень просто. Он это и пытался донести дятловедам в своих интервью. И там он говорил, в принципе, правду, просто немного не договаривал. Он придерживался той версии, какую он представил и дятловцам. Просто
Дятловцы сразу в нее поверили, а дятловеды относились к ней подозрительно и цеплялись к каждому слову. Так вот, по мере приближения к маршруту Юдин понимает, что он погорячился, когда соглашался на эту зимнюю тройку. Он ведь не просился в этот поход, его Дятлов уломал. И на 41-м квартале Юдин ясно осознал, что вряд ли осилит эти 350 километров зимой со своим ревмокардитом. И именно на 41-м квартале Юдин понимает, что неотвратимо наступает тот момент, когда все песни и пляски останутся позади, а впереди холодные ночевки, тяжеленный рюкзак за плечами. Шутки заканчиваются, начинается суровая реальность. Его холодные ночевки так точно доконают. Но как признаться товарищам в своей хлипкости? Каждый из нас знает, что не всегда правда кажется убедительной. Когда вам нужен отгул на рыбалку, что, все правду начальнику выкладывают? Нет, ссылаются на нездоровье, объясняют, что все пройдет, если я отлежусь пару дней. И что сразу на ум приходит? Спасительный радикулит. Юдин схитрил совсем немножко. Причиной отказа идти дальше было действительно его слабое здоровье. Но быстрее поверят, если сослаться на что-то конкретное и временное. Если он сошлется на сердце, то его вообще никуда никто больше не позовет. Да и звучит как-то по-пенсионерски. А вот седалищный нерв, радикулит – это что-то приходящее. Можно пояснить, что пока вот потихоньку ноет, но кто знает, вдруг завтра сильнее заболит. Не хочу вас подводить, дорогие мои товарищи. Но также Юдин понимает, что как-то тупо получается доехать практически до маршрута и вернуться назад несолоно хлебамши. А лыжи зачем он тогда с собой таскал? Его привезли на 41-й квартал и отсюда увезут. И он, услышав от рабочих про эти керны, опять схитрил. Сказал, что хочет набрать их для музея. А цель его была просто прокататься на лыжах, да еще и без рюкзака. Мечта. Все дятловцы подчеркивали этот момент, что идти на лыжах без груза – это счастье. А тут туда и назад рюкзаки везла затраханная лошадка. А камни какие-то он и правда до этого привозил из походов, за что музейщики его хвалили. Юдина так и называли геологом. А дело в том, что кафедра геологии УПИ давала задание студентам собирать еще и всякие камни. Вы помните, как Зина записала в дневнике? Юра Юдин взял несколько образцов, я видела их впервые, эту породу после бурения. Здесь много халькоперита и перита. Вот вы понимаете что-то в камнях? А туристов, видимо, обучали основам геологии. Мало им 4 пункта целей и задач, так еще и породы всякие таскать в своих ужасных абалаковских рюкзаках. Однажды Юдин приволок кусок белого мрамора, так зав. Кафедрой геологии на нем написал «Дар студента Юдина» и поместил прямо на витрину. Но это все оправдано, когда ты под ногами подобрал тот кусок мрамора и пошел дальше. Но чтобы с радикулитом ради тех кернов куда-то пхаться, это ерунда, конечно. Потому и счастливый был Юдин в те дни. И Зину поднял с рюкзаком, как ни в чем не бывало, потому что своими маленькими безобидными хитростями он порешал все свои проблемы. Таким образом, Юра Юдин – это классический представитель тихой деревенской советской интеллигенции, воспитанной бедностью. Такие дети росли с обостренным чувством долга и стыда. Он хотел доказать другим, что тоже на что-то способен, что он не хуже здоровых, жизнерадостных ребят вокруг. Его влечение к туризму со стороны выглядит нелогичным для человека с ревматическим заболеванием сердца. Но для него это был способ обрести уверенность в себе, стать мужчиной. И у него это, в принципе, получилось. Юра Юдин не обладал ни природной харизмой, ни физической силой, но тяжелое детство и юность выработали в нем вот эту простонародную находчивость, сметку, способность быстро соображать в непонятных ситуациях и находить правильное решение. Такой человек, когда попадает в круг сильных людей, легко принимает на себя роль младшего братишки или сынишки, послушного, благодарного, немного лишнего. Его туризм – это не про возможности, а про принятие в сообщество, которого он был лишен. Не всю же жизнь с тетей Марусей чаи гонять.
Когда дятловцы дошли до 41-го квартала, и Юдин уже интуитивно осознал, что не сможет продолжать путь, тот снова почувствовал себя слабым и неполноценным. Поэтому его история с седалищным нервом не вранье в привычном смысле, а способ сохранить достоинство. Его решение вернуться вполне рациональное. Он честно оценил свои физические возможности, но скрыл истинный мотив за медицинской справкой. Этого качества недоставало Дятлову, который, не обращая внимания на многочисленные звоночки, буром пер вперед. Так что история с кернами – это такая форма оправдания. Типа «я не просто хочу покататься на лыжах напоследок, а, несмотря на нездоровье, выполнить общественно полезное дело». Для человека советского воспитания это было очень важно не выглядеть слабаком, дезертиром, не побояться трудностей. А Юдин 1000 раз повторял в интервью, что он типично советский человек. Потому он и остался жив благодаря выработанному с детства чувству самосохранения. Но потом, после трагедии, у него легко развелось чувство вины. И не потому, что он сделал что-то плохое, а потому, что ему повезло, когда другим нет. Это называется синдром уцелевшего. Юдин считал себя виноватым, потому что оставил своих друзей буквально за несколько дней до их гибели. Тех, кого любил, кем восхищался, с кем делил хлеб, песни, сон в палатке. Его первое время после трагедии терзала мысль: если бы я не бросил их тогда, может, все было бы иначе. Но понятно, что он преувеличивал свою роль в том коллективе. Умом он, конечно, понимал, что его присутствие ничего бы не изменило. Но чувство вины в таких случаях иррациональное. Оно поселяется часто в человеке замкнутом и деликатном. А именно таким был Юдин. Он, наверное, прокурора Иванова доставал вот этим своим: «Ах, почему я с ними не пошел дальше? Может, все было бы иначе?» А Иванов, по словам самого Юдина, относился к нему хорошо, как к ребенку. Вы понимаете, все хотели опекать слабого, болезненного Юдина. Даже прокурор Иванов, который в сердцах как-то сказал: «Да выбрось ты из головы, они были все обречены, и ты был бы 10-м». И Юдина эти слова успокоили, он их в каждом интервью повторял. И потом представьте, как на него смотрели окружающие, с таким видом: «Вот как-то ты так спрыгнул вовремя». Его и сразу после трагедии, и через 50 лет буквально пытали, как в застенках НКВД. «А чего ты вернулся? А что там было? А, ты что-то знаешь, но не хочешь нам рассказывать». Слабому, совестливому человеку это все давило на нервы, потому что Юдин реально ничего не знал. Его даже первый секретарь Свердловского обкома Кириленко тогда распорядился доставить к себе. Дятловеды считают, что не просто так такой большой человек его к себе вызывал, а сам Юдин дрожал перед этим наместником Бога в Свердловской области, как осиновый лист. А тот вышел из своего кабинета, подошел к Юдину, обнял его и все. И вернулся назад, оставив дрожащего от страха парня, который так и не понял, что это было. Мы, кстати, упоминали о Кириленко в видео, ссылка вверху. А Кириленко просто было интересно посмотреть на этого фартового студента и, обнимая его, может, хотел взять от него капельку этого везения. Какой-то студент, я боялся, там 30 тысяч студентов, меня директор института с занятий берет, весь дрожит, и меня для защиты туда, полигон, кабинет ведет. Этому Кириленко. Кириленко это как губернатор настоящий. И не как губернатор, он тогда был уже в ЦК. Бог, как Бог, наместник Бога. Вот, и все века. Вас вызвали Кириленко, и что? Да меня не вызвали, ему было любопытно посмотреть, а кто это так, все погибли, он остался. Ну, я не знаю его, потому что что-то он там не говорил, он меня обнял. Понимаешь, я не знаю, о чем. То есть не помню, но я, во-первых, дрожал там, как и сильно вылез, что такое, вдруг меня к самому главному меня все отшибло. Будина все вышесказанное подтверждает. Как-то она встретила Юдина на кладбище. Я припасла чернила и хотела окропить ими цветы и венки, чтобы не растащили, как это уже случилось после первых похорон. И вот уже все простились с ребятами и покинули свежие могилы. Остался лишь один. Кто это?
Он стоял у сосенки и, показывая пальцем на могилы, приговаривал: «Я там! Я там! Я там!» Мне с трудом удалось увести его в общежитие, успокаивая чаем. Это был Юра Юдин, 10-й участник группы Игоря Дятлова, который сошел с маршрута в самом его начале из-за боли в ноге. Юра и после окончания института часто, почти ежемесячно наезжал в Свердловск, и мы с ним ходили на кладбище посещать ребят. Эта душевная травма надолго поселилась в этом человеке. Судьба оказалась милостива к нему, но совершенно травмировала психику. Кажется, походы и поддерживали его все это время, но первые годы после гибели ребят он не мог много общаться даже с бывшими однокурсниками и избегал некоторых. Конец цитаты. Юдин потом, конечно, постепенно пришел в себя. Когда он в 1960-м прибыл по направлению в Соликамск, то это был уже совсем другой человек. В 1960 году, после окончания Свердловского политеха, на завод получил направление Юрий Ефимович Юдин. Он был доброжелательный, общительный, с таким юношеским задором, что невольно собирал вокруг себя ребят. В деревне мы пошли туда встречать Новый год. Вот там я больше узнала Юрия Ефимовича, такой веселый, заводной, душа коллектива. А мы возвращаемся к дятловцам, которые покинули, наконец, хлебосольный 41-й квартал. Бедная конячка еле-еле тащит их имущество. Дорошенко пишет в дневнике: «Лошадь идет медленно. Как приятно идти без рюкзаков. Прошли за 2 часа 8 километров. Речка Ушма. Уже начало темнеть. Вся задержка из-за лошади». Конец цитаты. Вот Дубинина, Золотарёвы, Колмогорова чистят лыжи возле крестов для сушки рыбы. Прибыли на 2-й Северный поздно ночью. В дневниках упоминается, что в сплошной темноте нашли заброшенный геологический поселок из 20-25 домов. Долго искали избу с окнами и дверьми, которая была пригодна для жилья, и только по проруби догадались, где изба. И теперь присмотримся к этому поселку. Юдин отмечает: ночевали в избушке 2-го северного поселка. Много-много домов, складов, помещений, заброшенных старых машин, станков. Все заброшенное с 1952 года. Здесь работала геологическая экспедиция, что могли, вывезли, остальное актировали и бросили. Дома все разрушены, остался один, где есть печь и окна со стеклами. Место хорошее, живописное, река Лозьва широкая, много известковых скал. Дедушка Слава уверяет, что летом можно перейти вброд, много теплых горячих ключей. Часты незамерзающие полыньи и места, где всегда под слоем снежка незамерзающая вода, и после таких мест надо сдирать с лыж наледь. Конец цитаты. Но дело в том, что Северный 2, если и был поселком геолога, то в рамках того же Ивдалилага. По разъяснению Валерия Нямова, которое он дал Тайменю, поселок построили поволжские немцы, которых туда сослали при Сталине, и они там работали как рабы. В истории это называется депортация немецкого населения европейской части СССР в Сибирь и Казахстан. Указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев по Волжье, Казахстан и Сибирь вышел 28 августа 1941, через 2 месяца после начала войны с Германией, а сама депортация в основном прошла в сентябре-октябре. В указе отмечалось, что по достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов. Депортация сопровождалась конфискацией имущества, принудительным трудом в трудовых армиях и тяжелыми условиями жизни.
В поселениях все немцы-мужчины трудоспособного возраста с 15 лет, а затем и женщины, были мобилизованы в рабочие колонны, позже в трудармию, то есть фактически на принудительные работы в условиях концлагеря. Первый отряд из мобилизованных немцев в Ивделе был создан 12 января 1942, а к апрелю их уже было 5 и 3 отдельные колонны. Часть из них находилась в районе поселков Утенина, Северные и Ивдельского сельхоза. Хотя официально немцы не были заключенными, их жизнь почти ничем не отличалась от лагерников. По словам Анямова, во время войны пригнали этих волжских немцев в лес, и они построили там поселок под названием Второй Северный. И вот всю войну немцы там жили и работали как рабы. Второй Северный. Во время войны там был поселок. Во время войны пригнали волжских немцев, и они сами для себя построили там поселок на Втором Северном. Немцы с Волги, которые на Волге жили. Вот Сталин их сюда загнал. И вот всю войну жили там. И как рабы. Власть их там использовала, этих немцев. А как он стал геологическим потом, там, геологи? А геологи это уже гораздо позже, в 80-е годы, говорят, там появились геологи. Раньше их не было там. Так, а тогда кернохранилище в 59 году там было? А вот это я не знаю. Возможно, вот этих немцев заставляли там эти геолого-разведочные работы вести. Отец говорит, там большой поселок был, 300 человек было, вот этих немцев с Волги на Втором Северном. И получается, что это кернохранилище в 1959 и образовалось, потому что вот этих поволжских немцев заставляли вести геолого-разведочные работы. Поселок был большой, вмещал 300 человек. В конце 1955-го советская власть отменила режим спецпоселения с регулярными явками в комендатуру, и немцы покинули Второй Северный. И вот за 3 года, получается, память о них напрочь вычистили, а Второй Северный считался у новоприбывших просто поселком доблестных советских геологов. Дорошенко пишет: «Мы развели костер из досок, из печи шел дым, несколько человек поранили руки о старые гвозди. Все хорошо. Потом пришла лошадь. Мы разговаривали и шутили до 3 часов ночи». Конец цитаты. Как видим, во-первых, упоминаемые старые гвозди и доски значат, что туристы поучаствовали в процессе растаскивания на дрова соседней избушки. Во-вторых, Зина совсем иначе восприняла эти шутки. Вечером мальчишки глупо острили. По-моему, на них не надо обращать внимания, тогда они меньше хамить будут. А так пока ничего. То есть мы видим, что на Втором Северном, который фактически стоял на краю цивилизации, произошло важное психологическое изменение в группе. На 41-м мы назвали это микротрещинами, но там были зрители, рабочие, геологи, женщины, и дятловцы держали себя в определенных рамках. До 41-го квартала они представляли из себя витринный коллектив. Улыбчивые, певучие, веселые, открытые. Их поведение выполняло определенную социальную роль. Они веселые студенты, герои, будущие инженеры, которые олицетворяют свой институт и советскую молодежь. И, соответственно, на 41-м квартале дятловцы невольно подстраивались под взгляд внешнего наблюдателя. Но как только они все остались наедине с собой, а дедушку Славу они в расчет, как видим, не принимали, то наружу стали вылазить признаки реальных отношений, которые раньше скрывались за смехом и песнями. Фраза Дорошенко звучит по-домашнему, даже тепло. «Мы шутили до 3 часов ночи». Это восприятие парня, который в группе чувствовал себя комфортно. Он был частью стаи. Для него шутки – это способ снять напряжение, поддержать
настроение. Запись Зины по тону совсем иная. Она видит в этих шуточках не товарищескую игру, а хамство. Это очень показательный момент. В группе, где есть скрытые симпатии, ревность, невысказанные обиды, юмор становится способом подколоть, уязвить, поддеть. То есть на Втором Северном исчезает фасад дружной команды, и каждый начинает проявлять свою позицию. Кто-то пытается шутками сохранить атмосферу, кто-то напрягается, как Зина, кто-то, как Дятлов, пытается восстановить дистанцию. И именно здесь группа перестает быть целостной системой. Она начинает жить своими внутренними терками. И первыми под разнос попадают девушки, как слабое звено. Утро 28 января. Зина грустно отмечает в дневнике. Дедушка Слава на своей лошади сегодня уходит. Уходит и Юра Юдин. Взял несколько образцов. Уже пора выходить, а все еще копаются и копаются. Не понимаю, как можно так долго собираться. Люда пояснила этот момент. Кстати, эту запись в общем дневнике ошибочно приписывают Тибо. Но Тибо так много не писал, у него всего 3 строчки на весь дневник. А в этой записи за 28 января есть и такая фраза: «В дальнем отсеке располагаемся мы с Зиной». Ну, с каких вольтов Тибо поместили бы в один отсек с девушкой. Так что Люда поясняет. Собирались долго, подгоняли крепления, мазали лыжи. Юра Юдин сегодня уезжает обратно домой. Жаль, конечно, с ним расставаться, особенно нам с Зиной, но ничего не поделаешь. Конец цитаты. Что мы видим? А мы видим, что девушкам действительно жаль расставаться с Юдиным, потому что он спокойный, мягкий, внимательный. Он не отпускал грубых шуточек, не пытался доминировать, не давил авторитетом. И, возможно, именно поэтому Люда и Зина чувствовали рядом с ним мир и покой, которых в этой группе уже начинало не хватать. Лошадь стоит где-то рядом, так называемый дедушка Слава торопит Юдина. А тут, как на грех, Тибо Бриньоль оступился и упал, и наверняка от тяжелого рюкзака, потому что теперь к нему перешла часть груза от Юдина. За его плечом мы видим валенки. Дятловцам смешно, а нам грустно, ведь уход Юдина – это очередной звонок судьбы. Дятлов должен был обдумать этот момент, рассчитать силы, ведь содержимое юдинского рюкзака пришлось перераспределять по участникам, которым и так нелегко. Если они сейчас падают, то что будет дальше? Он должен был подумать, какой я дурак, что рассчитывал на слабого здоровья Юдина. Может повернуть назад, но тогда бы Юдин почувствовал себя еще более виноватым. Из-за меня сорвался поход. Никогда себе этого не прощу. Ладно, Игорь, я как-нибудь потащусь с вами. И начались бы дискуссии, которые неизвестно, чем бы закончились. А вот прощание Юдина с девушками такое теплое, такое пронзительное. Люда сильно прижала к себе своего смущенного товарища, дарит ему мишку на память. Юдину приятно это девичье внимание, которым он так обделен. Дятлов смотрит на все это насмешливо. Тибо весело смеется. А Зина – это вообще шекспировская сценка. Так мастерски уловил этот момент фотограф Кривонищенко. Зина тепло, по-сестрински смотрит на Юдина, тот ее сам приобнимает. А Золотарев проходил мимо, но задержался, обернулся, чтобы посмотреть на эту сценку. Его взор устремлен на Зину, такой многозначительной, немного завистливой. Да, Зина ему определенно нравилась. И посмотрите на ее огромный рюкзак. Это угол того же дома, то есть после этой милой сценки Зина сразу же упала на спину. Рюкзак ее перевесил и потянул вниз. И Юдин заботливо поднимает Зину, ведь он тоже виновник того, что ее ноша значительно утяжелилась. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Великявичус на допросе сказал, что он выехал с поселка примерно около 10 часов утра, туристы остались там. Лошадь его ехала спокойно, тихо, Юдин в интервью потом отметил, а потом я вернулся с этим на лошади. Он вез мои грузы, но он ехал очень тихо, а я плелся за ним следом. С этим.
из дневника Юдина. Дедушка Слава. Забавно, как-то люди не задумываются, как будет звучать то или другое имя в приложении к дедушке или дяде. Какой забавный дед. Конец цитаты. Да, страшно это дед забавный, 10 лет ИТЛ с конфискацией имущества. Забавнее некуда. В итоге Юдин накатался на лыжах, и хотя он и не вышел на маршрут, но не зря пхался черти куда на край света. Он, может, даже выкинул тот керн по дороге, если побоялся через полвека сказать, в какой музей он его сдал. А вдруг эти дотошные дятловеды пойдут искать этот чертов керн по музеям. Лучше сослаться на забывчивость. На 41-й квартал Вилюкявичус приехал около 3 часов дня, и через некоторое время, то есть недолго, может через полчаса, там появился и Юдин. На 41-м квартале он переночевал, и на следующий день ему опять подфартило. Ряжнев куда-то ехал по делам и подвез его по пути куда-то в цивилизацию.